Вы только послушайте этот невероятный хруст. Сегодня мы готовим потрясающие домашние буреки. Секрет этого рецепта в особом заварном тесте, который готовится из самых простых продуктов. Такие буреки разлетаются со стола мгновенно, пока они еще горячие. Давайте приступим. В миску вливаем 500 мл горячей воды, 2 чайные ложки соли без горки. Немного перемешаем до растворения. Теперь поэтапно всыпаем муку. Будьте осторожны, вода очень горячая, поэтому сначала начните замешивать тесто лопаткой. Не спешите, чтобы не обжечь руки. Всыпаю вторую часть муки, но не все сразу. Небольшую часть я оставлю, чтобы потом припылить стол. Пока вы смотрите это видео, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны или города вы меня смотрите. Просто интересно знать, куда попало мое видео. Когда масса немного собралось, высыпаю остатки муки на стол и выкладываю наше теплое тесто. Теперь начинаю вымешивать его руками. Заработаем до тех пор, пока тесто не заберет в себя всю муку со стола и не станет абсолютно гладким и эластичным. Делим наш колобок на 4 равные части. Формирую из них маленькие шарики. Кладем наши шарики на тарелку и прячем в пакет. Оставляем тесто отдохнуть примерно на 20 минут. За это время клейковина расслабится, и мы можем раскатать его до прозрачности. Пока тесто отдыхает, займемся начинкой. Я заранее отварила 3-4 крупные картофелины. Добавляем соль и любимые специи по вкусу. Измельчаем картофель, пока он горячий. Так пюре получится очень нежным, без комочков, и работать с ним гораздо легче. Маленький кусочек сливочного масла и мой любимый штрих. Добавляю горячему картофелю натертый сыр. Он сразу начинает подтаивать, делает начинку сливочной и очень вкусной. Перемешиваем и даем массе немного остыть. Наша начинка готова. Переходим обратно к тесту. Берем один шарик и раскатываем в тонкий пласт. Теперь сверху смазываем растопленным сливочным маслом. Или можно использовать маргарин. Сверху накрываем вторым раскатанным пластом. Снова смазываем маслом. Теперь сворачиваем все это в плотный рулет. В итоге у меня получилось два таких больших рулета. Далее выкладываем их на тарелку в форме улитки.
А теперь лайфхак. Чтобы с тестом легче было работать, убираем их в морозильник на минут 15 или 20. Масло внутри застынет, и тесто станет более плотным и послушным. Прошло время, достаем наше тесто. Теперь нарезаем на порционные кусочки. Размер выбирайте сами. Берем один кусочек, с одной стороны плотно защипываем край, чтобы начинка не убежала, и аккуратно раскатываем. Кладем нашу картофельно-сырную начинку именно на ту сторону, где был защип. Теперь формируем бурики. Выкладываем наши бурики на противень, застеленный пергаментной бумагой. Для красивого золотистого цвета смажьте каждый бурек взбитым яйцом. Отправляем в духовку, разогретую до 190 градусов. Выпекаем примерно 35 или 40 минут. Но обязательно ориентируйтесь на свою духовку. Как только буреки стали румяными и аппетитными, пора вынимать. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Золотистые, слоистые и безумно хрустящие буреки. Внутри они остаются мягкими и сочными. Это идеальное угощение к чаю для семьи из самых простых ингредиентов. Готовьте с удовольствием, радуйте своих близких, и пусть в вашем доме всегда пахнет вкусной выпечкой. Если рецепт вам понравился, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До встречи в следующем видео.